Держись, малыш, оно нападает. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Алексей Морозов споткнулся, когда транспортные двери распахнулись, открывая бескрайнюю стену белизны. Ледяной порыв ударил его, как кувалда, сбив с ног и швырнув на промерзшую землю. Тонкая синтетическая форма, которую ему выдали, не давала никакой защиты. Он свернулся клубком, задыхаясь, пока его дыхание превращалось в иней на губах. За спиной раздался смех охранников, их респираторы шипели. 3 дня, с усмешкой сказал один из них. Столько и живет твой вид. Двигатели корабля взревели, взметая снег и ледяные кристаллы, которые резали кожу Алексея. Он заставил себя подняться, каждое движение давалось с трудом под напором ветра и жгучего холода. Стоять было мучительно. Температура была не просто неприятной, это была глубокая, пронизывающая до костей боль. Руки онемели, зубы бешено стучали, но он начал идти, используя ветер как примитивный компас. Ледяная пустошь тянулась бесконечно, нарушаемая лишь темными зазубренными силуэтами, то ли скалы, то ли замерзшие гряды. Ноги Алексея ныли, мышцы кричали с каждым шагом. Время потеряло смысл, минуты и часы сливались воедино. Он думал о транспорте, о тепле двигателей и грузовом отсеке, где работал. Он думал о предательстве, которое привело его сюда, ложные обвинения, военное оружие, подброшенный его груз и суд, длившийся меньше часа. Сквозь вихрящуюся белизну показался темный силуэт, строение, частично погребенное под снегом. Страх и надежда вспыхнули одновременно, и Алексей заставил себя ускориться. Здание было настоящим, заброшенный форпост, наполовину утонувший во льду, но все еще прочный. Дверь висела приоткрытой, намертво замерзшей, ровно настолько, чтобы человек мог протиснуться внутрь. Внутри было темно и ледяно, но это все же было укрытие. Алексей рухнул на пол, закутавшись в термоодеяло. Когда-то это был горнодобывающий объект, оборудование валялось повсюду, сломанное, покрытое инеем. В складском помещении Алексей нашел еще аварийные одеяла, старые, но целые, и ручной горный лазер, разобранный на детали. Холод был беспощадным. Дыхание Алексея вырывалось облаками, руки почти не слушались. Но выживание требовало действий. Он начал сооружать примитивное отопительное устройство, каменную печь, питаемую найденными элементами и ручным генератором. Прошли часы, каждое движение выматывало, пока от печи не пошло тепло, прорезая холод, словно обещание. Дни превратились в недели. Алексей усовершенствовал печь, добавив изоляцию и второй нагревательный элемент. Появилась проблема с едой. Аварийных пайков форпоста хватило едва на 2 недели. Выходя во льды, он обнаружил замерзшую биомассу, древние растительные остатки, которые можно было размораживать и сжигать как топливо. Питательной ценности было немного, но этого хватало, чтобы выжить. Алексей изучил погодные циклы и начал отходить дальше от форпоста, когда температура слегка повышалась. Он носил мешок, сшитый из порванных одеял, и откалывал куски ледяных образований для топлива. Свой маршрут он отмечал металлическими штырями, вбитыми в лед, тропа, чтобы не заблудиться и не ходить по кругу. Во время 4-го выхода он услышал странный звук, влажный, хриплый. Заглянув в узкую трещину, он увидел существо. Бледная шерсть с темными отметинами, сломанная лапа и глубокая рана на боку. Глаза были огромными, приспособленными к тусклому свету, и смотрели на него с такой интенсивностью, что сердце Алексея заколотилось. Существо снова издало хрип, слабый, изможденный, умирающий. Инстинкт выживания кричал, чтобы он ушел, но сострадание пересилило страх. Ледяные стены позволили ему осторожно спуститься. Существо попыталось слабо зарычать, он успокаивал его тихим голосом, укутывая в термоодеяло.
Безвольное, тяжелое тело, Алексей, дрожа от напряжения, вытащил животное наверх. Вернувшись на форпост, он уложил его рядом с каменной печью и осмотрел травмы, растяжение лапы, инфицированная рана на боку. Используя антисептик, бинты и просроченный антибиотический гель, он обработал повреждения. Существо уснуло. Алексей следил за печью, поддерживая жизнь им обоим в бесконечной ночи. На третий день он дал ей имя — Заря, потому что нужно было нечто большее, чем просто существо или оно. Она почти не двигалась, слабая и настороженная, но живая. Замерзшая пустошь подарила ему спутницу, хрупкую, но жизненно важную. Прошли недели. Заря медленно выздоравливала. Она терпела присутствие Алексея, больше не пыталась слабо огрызаться. Еды все так же не хватало. Заря отказывалась от замерзшей растительной биомассы. Алексей понял, что ему придется охотиться. Эта мысль пугала его. Ледяные равнины скрывали хищников, крупных и быстрых, опаснее всего, с чем он сталкивался. Но выживание не оставляло выбора. Он сделал копье и отправился к норам, которые ранее заметил, выслеживая движение и изучая повадки. Первые охоты приносили лишь изнеможение и опасные встречи со скрытыми трещинами во льду. С третьей попытки он убил норное существо, нечто среднее между кроликом и тюленем. Заря набросилась на добычу с отчаянным голодом, глотая куски, почти не жуя, а затем посмотрела на Алексея так, будто в ее взгляде была благодарность. Охота стала рутиной. Заря набирала сил, ее рана затянулась розовым шрамом. К третьей неделе она уже могла ходить, все еще прихрамывая, но становясь все сильнее. Она двигалась уверенно и осознанно, сопровождала Алексея в вылазках, предупреждая его о невидимых угрозах. Она стала больше, чем просто выжившей, она стала его напарником в этом замерзшем мире. Вместе они выстояли. Каменная печь была его спасением, Заря — его хранителем. И хотя холод не ослабевал, Алексей больше не чувствовал себя одиноким. Лед, который должен был сломать его, дал ему цель и компаньоншип, чувство товарищества и связи. Дни на замерзшей пустоши сливались в недели. Алексей Морозов привык к лютому холоду, грызущему голоду и постоянной настороженности, которой требовало выживание. Заря, когда-то хрупкий и раненый детеныш, теперь была бодрой и подвижной, ее бледная шерсть стала гуще, темные отметины — четче, а на черепе начали пробиваться первые небольшие рога. Каждое движение было точным, каждое чувство — обостренным, и Алексей поражался ее способности приспосабливаться. Режим выживания был суровым, но упорядоченным. Каждое утро он просыпался рядом с каменной печью под ровное дыхание Зори, ощущая исходящее от ее тела успокаивающее тепло. Он подпитывал печь топливом, добытым в близлежащих ледяных образованиях, часто спеша на перегонки с падающей температурой, пока рассвет медленно расползался по равнинам. Еда оставалась постоянной проблемой. Замерзшая растительная масса, на которой он держался неделями, была бесполезна для Зори, ей нужно было настоящее мясо. Охота стала совместным делом. Алексей научился читать следы на снегу, отличать хищника от добычи и предугадывать движения мелких существ, приспособленных к льду. Заря, ловкая и бесшумная, стала его разведчиком и охотником. Вместе они очистили охотничьи угодья вокруг форпоста, и каждая вылазка учила Алексея все большему о экосистеме этой суровой планеты. Он понял, что Заря не просто сильна, ее инстинкты выходили далеко за пределы его понимания. Способность чувствовать скрытые угрозы, улавливать движение под снегом и предсказывать поведение других существ делала ее незаменимой. Однажды, особенно холодным утром, когда ветер выл, а температура стремительно падала, Алексей столкнулся с пределами своей импровизации. Внезапная метель снизила видимость почти до нуля. Он возвращался с топливом с ближайшего ледяного хребта, когда Заря вдруг напряглась, уши насторожились, шерсть на хвосте вздыбилась. Низкое рычание прокатилось по ее груди, предупреждение, которому Алексей уже научился доверять. Он замер,
вглядываясь в белую пустоту. Сквозь вихрящийся снег мелькнула тень, массивная, движущаяся целенаправленно, выслеживающая их. Это был хищник, крупнее всего, с чем Алексей сталкивался на этой планете. В памяти всплыли насмешливые слова охранников: хищники, способные убить в одно мгновение. Но Заря не отступила, она пошла вперед, защищая и готовая к бою. Алексей последовал за ней, полагаясь на ее инстинкты в ослепляющей буре. Вместе они добрались до неглубокой расщелины, где ярость ветра была чуть слабее. Той ночью, вернувшись на форпост, Алексей оценил их тающие запасы. Буря занесла несколько ледяных залежей, на которые они рассчитывали. Он понял, что для долгосрочного выживания нужно более надежное укрытие и продуманная стратегия охоты. С тщательным планированием он разобрал старое оборудование, усилив каменную печь и утеплив стены найденным металлом и термоотделами. Он работал рядом с Зарей, ее присутствие придавало ему устойчивость. В минуты изнеможения она прижималась к нему, делясь теплом, словно живой очаг против холода, сковывающего его конечности. Недели прошли в этом ритме. Заря полностью восстановилась, ее лапа зажила, и она стала уходить все дальше на разведку. Алексей понял, что она способна охотиться в одиночку, возвращаясь с добычей быстро и эффективно. Их связь крепла с каждым днем совместного выживания. Она общалась с ним тонко, языком движений, глухими урчащими звуками и внимательным улавливанием его намерений. В ответ Алексей постоянно говорил с ней, озвучивая свои действия, планы и даже мысли, находя утешение в звуке собственного голоса и в ее внимательном взгляде. Однажды, зайдя дальше обычного, Алексей наткнулся на остатки прежних горных разработок, давно заброшенных и погребенных подо льдом. Ящики, инструменты и сломанные механизмы открыли новые возможности для улучшения условий выживания. Он снял металлические пластины для укрепления печи, сделал более теплое ложе и обнаружил небольшой тайник с законсервированными пайками, спрятанный среди обломков. Острые чувства Зори помогли найти эти запасы. Она улавливала малейшие изменения во льду, указывавшие на пустоты. Несмотря на прогресс, планета оставалась беспощадной. Очередная метель пришла почти без предупреждения, температура падала быстрее, чем Алексей успевал ее измерить. Каменная печь работала на пределе, но этого было недостаточно для них двоих. Заря прижалась к нему, излучая тепло, и вместе они пережили бурю, сжавшись в углу укрепленного форпоста. Впервые Алексей по-настоящему понял ценность их связи. Она спасала ему жизнь бесчисленное количество раз, делясь теплом, предупреждая о хищниках и приводя к источникам пищи. В более спокойные периоды Алексей исследовал окрестности, составляя карту ледяных образований и охотничьих угодий, отмечая безопасные пути кольями и обломками металла. Заря сопровождала его, ее кристаллические усы ловили свет и сигнализировали о скрытых угрозах или добыче. Их выживание требовало постоянной бдительности, но также дарило редкие мгновения тихого товарищества, редкое утешение на планете, словно созданной для уничтожения. С течением месяцев Алексей усовершенствовал каменную печь, превратив ее в более стабильный источник тепла, способный работать непрерывно. Он собирал электронику и механические детали, учился делать простые инструменты и устройства. Эти нововведения позволили ему удлинять охотничьи вылазки и эффективнее хранить запасы. Заря тоже приспосабливалась, использовала когти, чтобы манипулировать предметами, помогать в строительстве и защищать их территорию от мелких хищников. Именно во время одной из таких экспедиций Алексей впервые осознал истинный масштаб способностей Зори. Она чувствовала хищников, невидимых для него, предупреждая об опасностях, лежащих далеко за пределами его восприятия. Однажды утром она замерла и издала низкое, резонирующее рычание. Сквозь кружащийся снег Алексей увидел огромные следы, больше, чем у Зори, хищники, которые без труда могли бы их одолеть. Он кивнул ей, понимая предупреждение, и последовал за ней в узкий каньон, дававший укрытие и маскировку. Вместе они избежали столкновения, полагаясь на скрытность, инстинкт и взаимное доверие. Жизнь на этом ледяном мире стала тонким балансом выживания, наблюдения и адаптации. Алексей фиксировал погодные закономерности,
изучал поведение обитателей льда и экспериментировал со способами сохранения пищи и тепла. Заря, уже окрепшая и подросшая для своего возраста, оставалась надежным партнером. Она охотилась эффективно, защищала их территорию и дарила тепло и спокойствие в долгие ночи. Через все эти испытания между человеком и зверем сформировалась глубокая связь. Алексей больше не чувствовал изоляции планеты, присутствие Зори превратило замерзшую пустошь в дом. Он назвал ее не просто спутницей, а семьей. Вместе они выдержали неослабевающий холод, голод и постоянную угрозу хищников, и каждый день укреплял их решимость, готовя к еще неведомым испытаниям. Ледяной мир, созданный, чтобы сломать его, вместо этого выковал союз, основанный на доверии, выживании и общей решимости. И в тени этой замерзшей бездны Алексей знал, что бы ни ждало впереди, они встретят это вместе, человек и сталкер, связанные необходимостью, уважением и безмольным пониманием, более глубоким, чем слово. Месяцы изоляции закалили Алексея и Зорю, отточив все навыки, необходимые для выживания на замерзшей планете. Их связь стала нерушимой, а распорядок — точным и выверенным. Но планета таила в себе не только холод и хищников, следующее испытание пришло с ревом, прокатившимся над ледяными равнинами, корабль снижался с необычной точностью, его двигатели рассекали серое небо. Алексей замер. Это был не транспорт для заключенных и не небрежная тюремная команда, сбрасывающая груз и улетающая прочь. Чистые линии судна и ровное снижение говорили о мастерстве пилотов, об организованности и намерении. Уши Зори дрогнули, тело напряглось. Она выросла в хищника, способного чувствовать угрозы еще до того, как они становились видимыми, и ей не нужны были команды. «Нам нужно спрятаться», — прошептал Алексей, оглядывая горизонт. Заря уже двигалась, скользя в тени к частично погребенному горнодобывающему комплексу, который они считали своим домом. Вместе они наблюдали сквозь проломленные стены, как из посадочного модуля вышли фигуры. 5. Представители 4 видов, которых Алексей знал еще по своим дням грузоперевозчика. Все двигались целеустремленно. Лидером был вартонец, чешуйчатый и внушительный, с уверенной походкой того, кто привык к власти. Остальные несли продвинутое снаряжение, сканеры, энергетическое оружие и контейнеры, не похожие ни на что из стандартного тюремного оснащения. Браконьеры, понял Алексей. Нелегальные охотники за редкими и исчезающими видами, движимые не выживанием, а прибылью. Корабль выследил их, и теперь браконьеры шли пешком, сканируя местность в поисках тепловых сигнатур. У Алексея сжалось сердце. Его каменная печь, перестроенная и работающая на полной мощности, наверняка излучала тепло, словно маяк. «Мы можем бежать», — прошептал он Заре. Она тихо зарычала, низкий гул отозвался в его груди. Бегство означало бросить месяцы подготовки, запасы и дом. В таком экстремальном холоде это была верная смерть. Меньше чем через час браконьеры обнаружили комплекс. Они приближались осторожно, с оружием наготове, выискивая признаки жизни. Лидер-вартонец крикнул на торговом стандарте. «Мы знаем, что ты там. Выходи. Мы не тюремные охранники». Алексей медленно вышел из укрытия, подняв руки. Заря осталась скрытой, ее тело было напряжено и готово к броску. Браконьеры слегка расслабились, увидев его одного, но зоркие глаза вартонца сузились, уловив тепловую сигнатуру, которую невозможно было игнорировать. «У тебя с собой детеныш глоцианского сталкера», — сказал вартонец, и в его голосе смешались недоверие и расчет. Алексей кивнул. Отрицать было бессмысленно. «Она не продается», — сказал он. Улыбка браконьера исчезла. Неправильный ответ. «Тогда мы заберем вас обоих». Транквилизаторные дротики зашипели в холодном воздухе. Алексей нырнул в сторону, а Заря взорвалась из укрытия, сплошные мышцы и ярость с выпущенными когтями. Она полоснула одного браконьера по груди, отправив его кубарем в снег. Схватка была внезапной,
хаотичной и жестокой. Алексей схватил сломанную металлическую трубу и ударил ею другого браконьера, пытавшегося обойти Зорю с фланга. Один дротик попал ей в плечо, другой — в бок. Она споткнулась, но не упала, адреналин и решимость подпитывали ее силы. Еще один дротик поразил лидера вартонца, целившегося в Алексея. Заря перехватила его, врезавшись всем телом, словно живой таран. Оба рухнули в снег, оружие вылетело из рук вартонца. Отчаяние захлестнуло Алексея. Он схватил оружие и навел его на оставшихся браконьеров. Он никогда раньше не стрелял. Отдача была яростной, едва не вывихнув запястье, но выстрел прошел достаточно близко, чтобы разогнать браконьеров и заставить их отступить к кораблю. Заря, наконец поддавшись действию транквилизаторов, лежала на земле, и ее дыхание было медленным, но ровным. Алексей бросился к ней, проверяя раны. Шерсть была слипшейся от крови, но она выжила. Вместе они отступили в относительную безопасность комплекса. Браконьеры перегруппировались, но их уверенность пошатнулась. Их лидер, раненый и взбешенный, смотрел на Алексея с ненавистью и холодным расчетом. «Ты совершил ошибку», — прошипел вартонец. «Мы будем охотиться на тебя, выслеживать по каждому километру этого ледяного мира. И когда найдем, ты умрешь». Алексей помог Заре подняться, силы постепенно возвращались к ней. Вместе они исчезли в замерзшей пустоши, двигаясь по знакомым охотничьим угодьям и скрытым тропам. Их выживание зависело от подвижности, скрытности и такого же глубокого понимания суровой среды, какое у них уже было. Первый браконьер пал через 4 дня. Алексей и Заря выследили его до неглубокой расщелины, где холод забрал его раньше, чем он успел добраться до укрытия. Второй и третий погибли вместе, в каньоне, где они разбили лагерь, раздавленные каскадом льда и снега, вызванным аккуратно размещенными зарядами, которые Алексей извлек из старого горного оборудования. Каждая стычка подтверждала смертельную эффективность их союза. Оставались лидер-вартонец и его инженер-спутник, изолированные и отчаявшиеся. Их корабль был поврежден и не мог взлететь без запчастей. Аварийный маяк работал неделями без ответа, Фрост-Ридж находился вне стандартных патрульных маршрутов и был скрыт от случайного обнаружения. Алексей понимал, как нарастает их отчаяние, и использовал это, расставляя ловушки на предсказуемых путях и направляя Зорю на перехват отставших. Недели погони превратились в стратегическую кампанию. Алексей двигался бесшумно, его каменная печь была разобрана и упакована для быстрой сборки во временных убежищах. Заря охотилась с почти сверхъестественной точностью, обеспечивая пищу и защиту. Их движения были танцем, одновременно инстинктивным и тщательно просчитанным, где каждый навык выживания был доведен до совершенства. Наконец они приблизились к остаткам первоначального форпоста, теперь превратившегося в руины. Вартонец попытался обустроить там базу, не зная, что Алексей и Заря подготовились к подобному развитию событий. Алексей наблюдал издалека, отмечая ослабленную оборону и беспорядок среди браконьеров. «Мы могли бы их оставить», — прошептал он Заре, глядя на холодный горизонт. Но глубокий гул, который она издала, дал понять его решение. Они не могли позволить браконьерам продолжать, угроза выходила за их пределы, а маяк мог привлечь новых охотников. Наступила ночь, температура резко упала. Тепловые сканеры стали ненадежными. Бледная шерсть Зори делала ее почти невидимой на фоне снега. Алексей освоил искусство тихого движения и слияния со льдом уроки, усвоенные за месяцы выживания и наблюдений. Лидер-вартонец оставался один, его инженер был обездвижен усталостью и холодом. Алексей и Заря приблизились бесшумно, готовые к последней схватке. «Пришел закончить», — окликнул вартонец хриплым, насмешливым голосом. «Пришел поставить точку», — спокойно ответил Алексей. Вартонец горько рассмеялся, признавая неизбежное. «Холод заберет меня через несколько дней», — сказал он. «Зачем драться?» «Гордость», — ответил Алексей. Вартонец поднял оружие. Заря рванулась вперед, стремительно и смертельно, сокрушив его решающим ударом.
Алексей отвернулся, дав ей уединение для трапезы, отдавая высшему хищнику заслуженное уважение. Когда рассвело, замерзший мир был безмолвен. Браконьеры исчезли, мертвые или полностью обезвреженные, их угроза была устранена. Остались Алексей и Заря, а руины вокруг стали свидетельством выживания, изобретательности и нерушимой связи. Замерзшая пустошь тянулась до самого горизонта, суровое напоминание о жестокости этой планеты. Алексей и Заря бесшумно двигались по льду, оставляя позади руины старого аванпоста. Буря утихла, но холод оставался беспощадным, пробираясь сквозь слои изоляции и угрожая каждому открытому участку кожи. И все же впервые за многие месяцы Алексей почувствовал искру надежды. Непосредственные угрозы были устранены, и теперь выживание зависело от изобретательности, выносливости и доверия. Они вернулись к месту недавно обнаруженного комплекса, более крупного сооружения, частично погребенного подо льдом. Его стены в основном сохранились и обеспечивали куда лучшую защиту, чем прежний аванпост. Внутри Алексей собрал все, что уцелело: инструменты, металлические пластины, проводку и топливо для своих самодельных систем обогрева. Заря, несмотря на все еще заживающее плечо, двигалась рядом с ним, принюхиваясь к воздуху, прислушиваясь к возможным угрозам и сохраняя остроту своих инстинктов. Вместе они начали расчищать лед и укреплять внутреннее помещение. Алексей установил каменную печь в углу, где тепло могло распределяться максимально эффективно. Он проверил тягу, подправил изоляцию и починил генератор. Он был далек от идеала, но обеспечивал стабильный источник тепла. Заря обходила помещение по кругу, осматривая каждый угол. Ее темные, умные глаза замечали движения, которые Алексей мог бы упустить. В этом замерзшем мире даже мельчайшая деталь могла означать жизнь или смерть. Еда оставалась постоянной проблемой. Буря засыпала многие ледяные залежи, которые Алексей раньше использовал для добычи ресурсов, а добыча стала редкостью. Он научился распознавать поведенческие шаблоны животных, отмечая следы и норы во время вылазок. Заря стала незаменимым партнером, она чуяла добычу задолго до того, как та становилась видимой, и бесшумно вела его через опасную местность. Первая охота возле нового убежища оказалась тяжелой. Алексей отправился в ледяные каньоны, неся заостренное копье и мешок, сшитый из термопокрывал. Часы проходили впустую, снег хлестал землю, скрывая любые признаки жизни. Затем, у неглубокой трещины, Заря замерла, напрягшись всем телом. Она понюхала ветер и подала сигнал низким рычанием. Алексей пригнулся за ее спиной, проследив взглядом к норе, наполовину скрытой снегом. С точным расчетом он ударил копьем, вытащив небольшое, похожее на кролика существо, добычи хватило бы им обоим. Заря принялась за еду жадно и эффективно, но оставила часть Алексею. Их связь углубилась, они больше не просто выживали вместе, они зависели друг от друга. Ночи они проводили, прижавшись у печи, делясь теплом и планируя следующий день. Алексей начал оставлять царапины на внутренних стенах, отмечая циклы сна, перепады температуры и расход ресурсов. Это стало летописью выживания, способом сохранить порядок среди хаоса. Прошли недели. Жесткая среда продолжала испытывать их, но они приспосабливались. Нога Зори полностью зажила, мышцы окрепли под густым мехом. Ее рога изогнулись и заострились, кристаллические усы стали длиннее и чувствительнее. Она больше не была просто спутницей, она стала вершиной пищевой цепи, хищником, способным защитить их обоих от любой угрозы этой планеты. Алексей сосредоточился на долгосрочном выживании. Он раскопал ледяные залежи возле комплекса, пометив каждую для будущего использования. Укрепил внешние стены, заделывая щели металлическими пластинами и промерзшей землей. Каждый клочок изоляции находил новое применение. Каждый инструмент был на вес золота. Ему даже удалось модифицировать каменную печь, добавив вторичный нагревательный элемент для более равномерного распределения тепла. Генератор работал от ручного привода, изматывающий, но надежный, дающий ему и тепло,
и ощущение контроля над их хрупким существованием. Однажды Алексей нашел в складском помещении комплекса информационный чип, зарытый под обломками. Он содержал данные о глоцанских сталкерах в виде, которому принадлежала Заря. В файлах они описывались как крайне опасные вершины хищной иерархии, крайне редко вступающие в связь с людьми или другими видами. Документы подробно излагали их охотничьи повадки, физические возможности и прошлые контакты с людьми. Алексей читал молча, осознавая, какому огромному риску они подвергались. И все же Заря осталась. Ее преданность и готовность защищать его были осознанным выбором, а не инстинктом. Это знание лишь усилило уважение Алексея. Он аккуратно удалил файлы, чтобы их нельзя было использовать во вред, и вернулся к укреплению комплекса. Снаружи ледяные равнины оставались смертельно опасными, а еда — редкой, но их связь стала крепче, чем когда-либо. Выживание больше не было одиночной борьбой, оно стало партнерством. В одно особенно суровое утро Алексей наблюдал, как Заря охотится в одиночку. Ее движения были точными, плавными и смертоносными. Она принесла добычу из норы и бросила ее к его ногам. Они ели вместе, бок о бок, деля тепло и пищу. Алексей понял, как сильно они выросли вместе, не только в силе и размерах, но и в доверии, общении и взаимопонимании. Месяцы сменялись сезонами. Алексей построил дополнительные укрытия рядом с основным комплексом, планируя расширение и будущую безопасность. Он собирал материалы из окрестных ледяных руин и превращал их в спальные отсеки, склады и даже небольшие наблюдательные пункты. У Зори появилось потомство, 3 детенышей. Она яростно заботилась о них, а Алексей с гордостью наблюдал, как она учила их охотиться, чувствовать опасность и выживать в беспощадном холоде. Среда планеты оставалась безжалостной. Штормы могли обрушиться без предупреждения, с ветрами такой силы, что они грозили разорвать постройки. Алексей и Заря уже переживали подобное, и каждый раз это лишь укрепляло их изобретательность и стойкость. Алексей улучшил логово, углубив его под фундамент и утеплив металлом и промерзшей землей. Он даже перенес каменную печь в полуподземную нишу, создав тепловой карман, способный поддерживать их в долгие ночи. Запасы по-прежнему были ограничены, и каждая охота требовала тщательного планирования. Детеныши Зори следовали за ней, быстро обучаясь распознавать безопасную добычу, избегать хищников и экономить силы. Алексей обучал их человеческим приемам, использованию инструментов, маркировке троп и пониманию погодных и поведенческих закономерностей. Поселение, маленькое и хрупкое, постепенно формировалось вокруг основного комплекса, как основа выживания, изобретательности и сотрудничества. Затем настал день, когда они, наконец, зафиксировали приближение другого корабля. Алексей наблюдал издалека, как аппарат опускался на лед, и его двигатели прорезали серое небо. Сердце сжалось. Воспоминания о браконьерах и прошлых испытаниях нахлынули разом. Заря напряглась рядом с ним, уши дернулись, хвост хлестнул по снегу. Алексей прошептал план, готовый как к столкновению, так и к отступлению. Когда патрульное судно приземлилось, из него вышли вооруженные охранники, осматривая ледяную местность. Заря шагнула вперед, доминирующая и защищающая. Алексей остался рядом, наблюдая, как патруль оценивает ситуацию. Последовали вопросы, затем объяснения. Они узнали, что Галактический Союз наконец отреагировал на давно утраченные сигналы с аванпостов планеты. Алексея и Зорю осмотрели, но вреда им не причинили. Их выживание, изобретательность и уникальная связь были признаны исключительными. Им предложили эвакуацию, новые личности и полное освобождение от условий штрафной колонии. Но Алексей, вспомнив месяцы восстановления, борьбы и воспитания детенышей Зори, понял, что нашел нечто большее, чем безопасность или комфорт. Он нашел смысл. Он решил остаться. Патруль оставил припасы, инструменты и средства связи, признав его право остаться в соответствии с законом Галактического Союза. Алексей вернулся в комплекс, теперь полностью укрепленный и расширенный, наблюдая, как Заря и ее детеныши играют в снегу. Холод планеты не смог их сломить.
Вместе они построили дом, семью и сообщество, способное выдержать самые суровые условия. Выживание стало чем-то большим, чем просто существование. Оно стало жизнью, достойной того, чтобы ее прожить. Снег! Осторожно! Отступаем! Ледяные равнины тянулись бесконечно, но Фрост-Ридж, как Алексей начал называть их поселение, стал маяком жизни среди запустения. Прошли месяцы с тех пор, как патрульный корабль покинул планету, и поселение неуклонно росло. То, что начиналось как одно укрепленное сооружение, теперь включало несколько убежищ, складские помещения, наблюдательные посты и тщательно спланированные маршруты между ледяными залежами. Алексей довел конструкцию каменной печи до совершенства, создав несколько таких установок, каждая из которых была подключена к ручному генератору, поддерживающему тепло в суровые ночи. Детеныши Зори процветали. Троица быстро росла, следуя урокам матери по охоте, выслеживанию и выживанию. Их густой, бледный мех, похожий на мех Зори, ловил слабый солнечный свет и переливался, словно иней. Кристаллические усы постоянно подрагивали, улавливая малейшие изменения окружающей среды. Алексей с восхищением наблюдал за их ростом, отмечая, как сильно изменилась сама Заря с момента их встречи. Когда-то хрупкая и умирающая от голода, она превратилась в мощного, разумного стража, способного защитить всех от хищников этой планеты. Алексей проводил дни, обучая новичков. Небольшой поток выживших находил дорогу к Фрост-Риджу, другие заключенные, каким-то образом пережившие беспощадный холод планеты. Они приходили измученными, истощенными и напуганными, но Алексей быстро ставил их на ноги. Он показывал, как строить печи, утеплять укрытия, определять безопасные источники пищи и избегать хищников. Заря, теперь полностью взрослая, стала наставницей для своих детенышей и защитницей людей. Она патрулировала периметр, а ее обостренные чувства обнаруживали угрозы задолго до того, как их можно было увидеть. Зимы оставались жестокими, но поселение выстояло. Алексей и новоприбывшие вместе расширяли хранилище для еды, создавали подземные убежища для защиты от бурь и разрабатывали простые сигнальные системы для связи на больших расстояниях по льду. Каждое новое улучшение усиливало их шансы на выживание. Среда, некогда внушавшая ужас, стала школой, тиглем, в котором закалились их стойкость и изобретательность. Ранним утром Алексей вышел осмотреть периметр. Ветер донес далекий крик животного, звук, который он узнавал, но больше не боялся. Заря стояла у края лагеря, настороженная, с подрагивающими усами. Детеныши следовали за ней, игривые, но внимательные. Алексей улыбнулся. Поселение стало маленькой экосистемой, где каждый выполнял роль, жизненно важную для выживания. Здесь жизнь вернулась сильнее, чем прежде. Внезапный отблеск привлек его внимание. На горизонте появился корабль, его двигатели мерцали на фоне бледного неба. Патруль. Торговцы. Или новая угроза. Алексей осторожно приблизился, жестом приказав Заре оставаться за укрытиями. Когда судно приземлилось, все стало ясно. Это был снабженческий корабль Галактического Союза, а не судно браконьеров. Припасы, строительные материалы, медицинское оборудование и инструменты выгружались быстро и четко. Алексей понял, что это позволит Фрост-Риджу расти и развиваться дальше. К нему подошла командир патруля, человек по имени капитан Ривера. Она вернулась, чтобы убедиться в благополучии поселения. «Алексей», — сказала она, — «то, что вы сделали здесь, поразительно. Союз впечатлен тем, как вам удалось выжить и защитить это существо. Фрост, она удивительна». Алексей взглянул на Зорю. Та лениво взмахнула хвостом, с осторожным любопытством наблюдая за гостями. «Спасибо», — ответил он. «Но мы еще не закончили. Поселение все еще уязвимо. Есть над чем работать». Ривера кивнула. «Мы предоставим ресурсы для восстановления. Но вы доказали нечто важное. Сотрудничество между людьми и глоцанскими сталкерами возможно.
Это по-настоящему исключительный случай. Она передала ему дополнительные припасы, семена для гидропонных экспериментов, медицинские наборы и материалы для более прочных убежищ. Тем вечером Алексей сидел возле самой большой каменной печи, наблюдая, как Заря и ее детеныши играют в снегу. Они кувыркались, гоняясь друг за другом и за тенями, с каждым днем становясь ловчее. Заря следила за ними со спокойным авторитетом, время от времени мягко подталкивая обратно к безопасной зоне. Алексей задумался о пути, который они прошли. От ледяных равнин, бурь и браконьеров до создания Фрост-Риджа, каждое испытание сделало их семьей сильнее любой отдельной личности. Нехватка пищи стала управляемой, хотя и оставалась постоянной заботой. Охота Алексея теперь была более продуманной. Заря и детеныши помогали добывать пищу, а запасы распределялись строго и разумно. Алексей начал учить новичков создавать запасы, сушить и замораживать небольшие порции, чтобы они дольше сохранялись во время бурь. Каждый день был балансом между выживанием, обучением и развитием. Поселение стало привлекать внимание. Другие застрявшие люди, некоторых из которых давно считали погибшими, находили дорогу к Фрост-Риджу. Они приходили за теплом, безопасностью и руководством. Алексей учил их строить печи, ориентироваться на коварных ледяных равнинах и понимать поведение глоцианских сталкеров. Заря, полностью доверяя лидерству Алексея, позволяла новичкам наблюдать за ее взаимодействием с детенышами, становясь живым примером сотрудничества и доверия между видами. Прошло 3 года. Фрост-Ридж превратился в процветающее микросообщество. Убежища множились, каменные печи стали эффективными и надежными, а подземные хранилища сохраняли пищу даже во время долгих бурь. Детеныши быстро росли, их сила и размеры приближались к взрослым глоцианским сталкерам. Алексей стал не просто выживальщиком, но наставником и лидером, передавая знания всем, кто приходил в Фрост-Ридж. Одна тихая ночь застала Алексея на краю поселения. Заря стояла рядом, и они смотрели, как звезды отражаются на ледяных равнинах. Вдалеке завывал ветер, но он больше не нес страха. Это было напоминание о суровости мира, который они пережили, а не угроза их существованию. Сердце Алексея было полно. Фрост-Ридж стал больше, чем убежищем, это была жизнь, цель и семья. Патрули продолжали наблюдение с орбиты, но Алексей редко нуждался в помощи. Его поселение было самодостаточным доказательством человеческой изобретательности и связи, которую он создал с Зарей. Она прошла путь от умирающего детеныша до могучего стража, защитника и спутника, не раз спасавшего ему жизнь. Вместе они превратили ледяную смерть планеты в дом. Когда над горизонтом забрезжил рассвет, Заря мягко подтолкнула Алексея, ведя его к детенышам. Те играли в снегу, бесстрашные и радостные, под внимательным взглядом матери. Алексей улыбнулся, ощущая тепло цели, семьи и выживания. Зима не сломила его. Напротив, она дала ему все, чего ему не хватало в цивилизованной галактике: связь, ответственность и дом, построенный потом, изобретательностью и доверием. Он наклонился, коснувшись снега, где остались маленькие следы лап. «Это наше», — тихо сказал он. Заря прижалась к его боку, из ее груди раздалась глубокая вибрация. Вместе они продолжат процветать, защищать свой дом и встречать любые испытания, которые бросит им ледяная планета. История выживания, доверия и стойкости замкнулась. От одной каменной печи в разрушенном аванпосте до процветающего поселения под названием Фрост-Ридж Алексей и Заря бросили вызов невозможному. Суровая зима хотела сломать их, но вместо этого выковала новую жизнь, такую, где люди и глоцианские сталкеры могут жить вместе, становясь сильнее, чем поодиночке. И в бескрайней белой пустоте, среди бурь и хищников, тепло и надежда продолжали жить. Спасибо, что слушали «Мир научной фантастики». Если вам понравилась история, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До следующей встречи, смотрите на звезды и помните, даже в самых далеких галактиках именно семья делает нас людьми.